Всем привет! В этом видео приготовим очень вкусный ароматный бисквит с черносливом. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся яйца, желтки отделить от белков, растительное масло, алкоголь или вода, мука, кукурузный крахмал, разрыхлитель, щепотка соль, лимонная кислота и сахар, чернослив. Белки отделяем от желтков, делим сахар на две половины, одна пойдет к белкам, вторая к желткам. Взбиваем белки щепоткой с солью, сахаром и в конце добавляем лимонную кислоту. Взбить надо до крепких пиков. Потом с оставшимся сахаром надо взбить желтки в такую светлую массу. Чернослив перебиваем блендером вместе с растительным маслом и водой. Я вместо воды добавляю или ром, или коньяк, тогда бисквит получается более ароматный. Чернослив очень хорошо дружит с алкоголем. Более такой яркий вкус у бисквита получается. К желткам добавляем вот эту перебитую черносливную массу, перемешиваем, перекладываем в чашу, добавляем взбитые белки. Вначале добавляем 1/3 белков, перемешиваем венчиком, потом добавляем еще белки и перемешиваем более аккуратнее, чтобы белки не оседали слишком, чтобы масса оставалась воздушная. Когда все аккуратно перемешали до однородности, просеиваем муку с разрыхлителем. И насчет чернослива. Если чернослив очень такой жесткий, тогда лучше немного его подержать в воде или налить кипяток на пару минут и слить, чтобы было легче перебивать блендером. В конце перемешиваем все еще лопаткой, чтобы более однородно все объединилось, нигде ничего не осталось по краям, ни белки, ни мука.
вот такая масса получается. У меня чернослив был довольненько такой сухой, поэтому масса получилась более густая, чем обычно. Если чернослив очень такой мягкий, сочный, то тесто получится более нежное. Тесто поделила на 16 и 18 диаметр формы. Если хотите выпекать в одной форме, то это тесто подойдет для 24 сантиметров формы. Выпекаем 170 градусов до сухой палочки. Примерно 30 минут. Но тут надо смотреть по диаметру, по высоте вашего бисквита. Остужаем бисквиты в форме, потом достаем, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на примерно 5-10 часов. Потом разрезаем на коржи. Такой он получается, этот бисквит, он ароматный такой. Этот бисквит не очень сочный, но и не сухой. Тут надо смотреть, какой крем вы хотите использовать. Если крем влажный, то бисквиты можно не пропитывать. А если у вас какой-нибудь там масляный бисквит, который не может пропитать бисквиты, то немного совсем можно пропитать каким-нибудь сиропом. Можно проварить сахар с водой, добавить алкоголь, будет ароматная пропитка. Каждый бисквит я разрезала на 4 коржа. Бисквит очень удобный в работе, можно разрезать на тонкие коржи. Вот если даже выпекать в форме 24 диаметра, мне обычно получается 4-5 коржа. Я этот бисквит обычно использую шоколадным кремом, шоколадным муссом. Чтобы показать разрез тортика, я собрала вот в такой форме эти бисквиты из чернослива и шоколадный муссовый крем. Этот муссовый крем у меня есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Вот шоколад и чернослив очень хорошо сочетается. Порежем торт, посмотрим на разрез. Этот бисквит довольно универсальный, его можно готовить с разными кремами, и с масляными, и муссовые крема, и творожные крем-чизы. Но для меня самое идеальное сочетание — это шоколадный крем с добавлением там рома или коньяка.
Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!